Здравствуйте. В этом видео я хочу поговорить о налогах. Сразу оговорюсь, данное видео ознакомительное, поэтому не пытайтесь по нему изучать белорусскую налоговую систему. Итак, какие налоги платит типичная белорусская коммерческая организация Республики Беларусь? Рассмотрим два основных блока. Первый – это так называемые корпоративные налоги, то есть налоги с прибыли или выручки. И второй блок – это зарплатные налоги, то есть те платежи, которые платит наниматель за своих работников при выплате им заработной платы. В этом видео я подробнее остановлюсь на корпоративных налогах. Итак, здесь существует две основные системы налогообложения. Общая и упрощенная система налогообложения, то есть ОСН. При общей системе организация платит налог на прибыль по ставке 18% и налог на добавленную стоимость, НДС, по ставке 20%. При этом налог на прибыль, как понятно из названия, платится с прибыли. То есть, грубо говоря, вы суммируете свои доходы, отнимаете от них затраты и от полученной разницы считаете 18%. Таким образом, налог на прибыль выгодно платить в том случае, если у вас есть затраты. Допустим, вы занимаетесь, к примеру, розничной торговлей. Например, продаете мебель. Покупаете мебель у оптовиков, а затем, соответственно, перепродаете ее, но уже дороже, в собственной розничной сети. В таком случае вам выгодна такая система, поскольку вы будете платить налог только с разницей между суммой, за которую вы купили товар, и суммой, за которую вы его продали конечному потребителю. Например, вы купили диван за 100 рублей, продали его за 120 рублей, и, соответственно, заплатите вы налог на прибыль с 20 рублей. Этот налог будет составлять 18%, то есть 3,6 рубля. Из приведенной формулы расчета налога на прибыль очевидно, что чем выше ваши затраты, тем ниже ваш налог на прибыль. Именно поэтому затраты – это почти всегда краеугольный камень любой налоговой проверки. Все дело в том, что не все затраты, то есть денежные расходы компании, учитываются при налогообложении и, соответственно, позволяют уменьшать сумму налогооблагаемой прибыли. По общему правилу, чтобы затраты учитывались при налогообложении прибыли, такие затраты должны быть экономически обоснованы и хоть как-то относиться к той деятельности, которую ведет ваша компания. Например, если вы решили из денег фирмы купить себе велосипед, но при этом ваша фирма занимается, допустим, уже упомянутой продажей мебели, и если вы хотите положить на затраты стоимость вот этого велосипеда, вам нужно, скажем так, очень постараться, чтобы придумать и обосновать для налоговой, что этот велосипед вы купили не для катания в парке после работы, а для каких-то своих хозяйственных нужд, нужд своего мебельного магазина. Таким образом, скажем так, идет извечная борьба. Все предприниматели по понятным причинам стремятся положить на затраты как можно больше своих расходов, чтобы таким образом заплатить как можно меньше налога на прибыль, а то и вовсе его не платить. К примеру, если затраты превышают доходы. Ну и налоговики, соответственно, в ходе проверок, наоборот, смотрят, какие затраты являются обоснованными, а какие нет. То есть, что можно оставить, а что необходимо снять затрат и, соответственно, таким образом доначислить налог на прибыль. Думаю, с налогом на прибыль примерно понятно. Будем идти дальше. Второй налог, который платится при общей системе налогообложения, это НДС. Как платится НДС? Здесь система такая. Если вы на общей системе налогообложения, то каждый раз, когда вы что-то продаете, вы должны выделить в цене своего товара НДС. То есть в нашем примере с перепродажей дивана, когда вы продаете его за 120 рублей, вы понимаете, что в этих 120 рублях заложен в том числе НДС. То есть из 120 рублей 100 рублей
это стоимость товара без НДС, а 20 рублей – это сумма НДС. Ну, здесь все понятно. Этот НДС, который вы начисляете и выставляете своим покупателям при продаже товаров, он называется исходящим НДС. Наряду с исходящим есть и так называемый входящий НДС. То есть это тот НДС, который предъявляют вам, когда вы сами покупаете какой-то товар. Ну, к примеру, таких же, как вы сами, плательщиков НДС. То есть в нашем примере с диваном, который мы купили за 100 рублей, а потом, соответственно, перепродали за 120, есть некий продавец, который продал нам этот диван за 100 рублей. Вот этот продавец, он, скорее всего, также применяет общую систему и тоже платит НДС. И математика у него примерно такая же, как и у вас. То есть в 100 рублях, которые вы заплатили ему за диван, уже сидят 20% НДС. То есть в 100 рублях цены дивана 16 рублей 67 копеек – это сумма НДС, а 83 рубля 33 копейки – это, соответственно, стоимость товара. Так вот, эти 16 рублей 67 копеек, которые вы заплатили, когда купили диван, это и есть так называемый входящий НДС. Итак, мы разобрались, что такое исходящий НДС и что такое входящий НДС. Это нужно нам для понимания того, как платится НДС. А платится он следующим образом. Сначала вы суммируете весь свой исходящий НДС. Допустим, если вы продали 100 диванов, каждый по 120 рублей, то в каждом диване было 20 рублей НДС. А значит, всего у вас исходящий НДС получится 2000 рублей, то есть 20 умножить на 100. Потом вы считаете свой входящий НДС. То есть, если вы купили эти 100 диванов по цене 120 рублей, то вы умножаете 16,67 на 100 и получаете 1667 рублей. Далее мы берем сумму исходящего НДС 2000 рублей и отнимаем от него входящий НДС, то есть 1667 рублей. Полученная сумма и будет суммой НДС к оплате. В нашем примере это, соответственно, получается 333 рубля. Таким образом, если провести аналогию между налогом на прибыль и НДС, то в первом случае плательщик должен собрать максимум затрат, чтобы, соответственно, уменьшить себе налог на прибыль. Ну и во втором случае при уплате НДС плательщик должен собрать максимум так называемого входящего НДС, чтобы уменьшить подлежащие уплате НДС. Теперь, я думаю, вы поймете суть такого понятия, как собирать входящий НДС. То есть для организации, которая работает с уплатой НДС, выгодно покупать товары, работы, услуги у такого же предприятия, работающего с НДС, чтобы максимально увеличить сумму своего входящего НДС и тем самым уменьшить итоговую сумму НДС к оплате. Именно поэтому иногда компании, работающие по общей системе налогообложения, скажем так, неохотно хотят что-то покупать у тех, кто НДС не платит. Например, у тех же индивидуальных предпринимателей и организаций, которые платят упрощенку без НДС. Итак, с общей системой разобрались. Идем дальше. Что такое упрощенка или ОСН? ОСН – это особый режим налогообложения, который предусмотрен налоговым кодексом Республики Беларусь. В чем его ключевое отличие от общей системы налогообложения? Во-первых, при ОСН вы платите налог со всей выручки, а не только с прибыли. То есть в ОСН затраты не имеют никакого значения и, откровенно говоря, мало интересуют налоговые органы. Чтобы рассчитать свой налог, вы просто делаете выписку по расчетному счету, чтобы понимать, какая у вас выручка, и умножаете эту выручку на ставку налога при ОСН. Эта ставка составляет 5%, если вы не платите НДС, и 3%, если вы платите НДС. Таким образом, ОСН также бывает двух видов, соответственно, с уплатой НДС и без уплаты НДС. Применять упрощенку могут не все организации, а лишь те, которые одновременно отвечают следующим двум критериям. Во-первых, это критерий численности, то есть число работников организации в среднем
за первые 9 месяцев года, предшествующего году, с которого, соответственно, организация хочет применять ОСН, не должна быть более 100 человек, если это ОСН с уплатой НДС, или 50 человек, если ОСН без уплаты НДС. И второй критерий – это критерий валовой выручки за те же 9 месяцев. Она должна быть не более определенной в налоговом кодексе суммы. Она составляет, грубо говоря, около 1,4 миллиона рублей, если вы не платите НДС, и порядка 2 миллионов рублей, если вы применяете ОСН с уплатой НДС. Кроме того, следует сказать, что можно перейти на ОСН сразу же при открытии юридического лица. Для этого нужно подать в свою налоговую инспекцию соответствующее уведомление. Оно подается в течение 20 рабочих дней с момента государственной регистрации компании. Есть и другие ограничения, кроме численности работников и выручки, когда организация не может применять упрощенную систему. Например, есть определенные виды деятельности, когда ОСН в принципе нельзя применять. Это, например, риэлторская, страховая деятельность, ну и так далее. Ну, есть, в принципе, и другие ограничения, не буду на них подробно останавливаться. Итак, когда выгодно применять упрощенку? Очевидно, что поскольку при ОСН не учитываются затраты, то эта система налогообложения выгодна в тех видах деятельности, где затрат очень мало. Например, при оказании каких-то услуг, юридические, бухгалтерские услуги, разработка программного обеспечения, ну и так далее. В определенных случаях есть смысл применять ОСН также и торговым, и производственным организациям. Обычно, когда выручка превышает затраты только на 20% и меньше, тогда можно рассмотреть вариант применения общей системы налогообложения. Если же затраты составляют менее 80% от выручки, то выгоднее использовать упрощенную систему налогообложения. В любом случае лучше посчитать экономику вашего предприятия и только на основании обоснованных расчетов принять соответствующее решение о выборе той или иной системы налогообложения. По корпоративным налогам на сегодня все. Думаю, вы разобрались. Если же у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях к данному видео. Постараемся ответить. До новых встреч.